Друзья, всем привет! С вами Юлия. Вы на канале «Миллион на старт». Здесь я делюсь своей дорогой в финансовую свободу, независимость и стабильность. Сегодня хочу немного рассказать, что меня подтолкнуло менять свою жизнь. В первую очередь, это желание жить своей индивидуальной жизнью, не плыть по течению, как большинство. Я уже как 6 лет в абсолютно чужой для меня стране, и все эти годы день за днем сменялись одинаково. У меня не было четкого представления, куда я хочу идти и чем заниматься. Этот переезд дался мне очень сложно морально, из-за чего появилась куча комплексов и страхов. Постоянно негативные мысли в голове, которые съедали меня изнутри и превращали в вечно уставшую, негативно настроенную женщину. Спасибо мужу, что на тот момент я была не одна. Потом я перестала общаться с людьми и лишний раз не собиралась в компании. Почему-то мне стало казаться, что я глупее остальных и со мной неинтересно. Но знаете, что хочу сказать? Это всего лишь заблуждение, в которое вгоняем мы себя сами. Потому что нам в какой-то момент становится скучно с самими собой. В свои 22 года я чувствовала себя на все 40. Простите, не хочу никого обидеть. Но это я сейчас уже понимаю, что не важно, какой твой физический возраст, а важно то, насколько ты себя чувствуешь и воспринимаешь. На тот момент мой настрой и взгляды на жизнь не давали жить ту самую жизнь. Я задала себе установку, что нужно только работать, не тратить средства и ресурс на отдых, а только копить и скорее рожать ребенка. Не потому, что я так хотела, а потому, что это были установки общества, в котором я жила, и стереотипы родных. Как следствие из этого выходила постоянная усталость и невезение в делах. И да, постоянные ссоры и недопонимания с мужем. И чуть не дошла до того возраста, когда бы я села вся в слезах и стала себя жалеть за упущенные годы и то, что не смогла чего-то достичь. И ко всему этому вся в страхе, что уже поздно что-то менять. При каждой своей неудаче я жаловалась на жизнь. Запрещала себе мечтать и представлять ту жизнь, которую я хочу. Просто из-за страхов и внушения, что это никогда не случится со мной. Такое продолжалось до того момента, пока я не познакомилась с книгой Ник Вуйчич «Жизнь без границ». После ее прослушивания моя жизнь больше не стала прежней. Я полностью поменяла свои взгляды и ценности. Также очень сложным периодом за эти годы стали наши отношения с мужем. Как вечно уставшая и унылая женщина может вдохновлять мужчину менять что-то в своей жизни? Мой муж всегда стремился куда-то выше. Но ему не хватало вдохновений и, может, каких-то знаний, с чего начать и куда двигаться дальше. Со своей стороны, мои вечные страхи не пускали его пробовать что-то новое и начинать. У меня была куча бытовых претензий к мужу. И в силу его характера ему не всегда удавалось сглаживать углы. Наш брак был на грани. Но в какой-то момент он взял все на себя, расставил приоритеты, поставил цели и поменял взгляды. Поделился со мной. У нас было много душевных и долгих разговоров. И, наконец, я перестала себе запрещать жить ту жизнь, которую хочу я. Даже нет, которую хотим мы, а не ту, которой живут большинство нашего окружения. Мы научились друг у друга многому. И многому еще учимся. Очень важно, когда в жизни есть человек, с которым ты в одной лодке. И сейчас мы с моей командой стремимся в лучшую финансово независимую жизнь. Для этой точки отправления нам понадобилось ровно 2 года. Мне 26 лет, и сейчас я готовлюсь стать мамой. Я взяла свою жизнь полностью под свою ответственность. И в этот период мне ни капельки не страшно начинать что-то новое. Это мой жизненный путь, которым я поделилась с вами. Впереди еще много интересного и полезного. Ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал. Всем спасибо, до скорой встречи!